Дорогие друзья, меня зовут Степан Путила, я лечащий врач престарелых диктаторов в уникальной психиатрической больнице, которая была построена крепкими хозяйственниками в далеком 94 году. У моих пациентов расстройство культа личности и искаженная картина реальности. Очень искаженная. Теперь я просто обязан их вылечить. Как здоровье, пациенты? Что новенького? Что ты придешь, а быть может нет. Стоит мне тебя увидеть, о, как я счастлив. Александр Григорьевич, быстренько отложите баян, берите своих друзей и будем начинать нашу терапию. Нам предстоит многое сделать. Сегодня у нас будет очень важный курс, в ходе которого мы разберем по полочкам известный миф, о котором вы так часто упоминали в своей деятельности, о враждебном Западе. Запад — это такая профанация. Это ни на что не способные люди. Войну на Украине развязали с нашей третьей сестрой. Не нужен им там мир никакой. Им надо там войну. Я могу и карту показать. Она всегда со мной. Там 4 позиции. Да и что я на этом Западе не видел? Грязно все. Люди трутся друг от друга. А еще ж они вечно о диктатуре кричат. Что касается не то розового, не то голубого, который там о диктатуре кричал, услышав это, я подумал, лучше быть диктатором, чем голубым. А я согласен с Александром Григорьевичем. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и безопасной Европы. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. А Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим границам вплотную. Независимо от того, кто в США находится у власти, истинная природа США и их основополагающая политика в отношении Северной Кореи никогда не меняется. Внешняя политика КНДР должна быть направлена на то, чтобы подчинить себе США, самого большого нашего врага и главное препятствие на пути к инновационному развитию. А если нет, то тогда мы запустим ракету. Ох, тут все намного сложнее, чем я думал. Ну что ж, давайте разбираться по полочкам. Владимир Владимирович, ваши сказки о враждебном Западе, которые вы в том числе навязали и своим сателлитам, находящимся в этой палате, давно уже перестали быть актуальными. Да и тогда в это никто не верил. Вы ведь сами хотели вступить в НАТО, помните? Володя, а что это ты мне не рассказывал? Или я тогда на посевной занят был? Кто его уже вспомнит? Тогда в марте 2000-го, еще будучи премьером, в своем интервью, отвечая на вопрос, как вы относитесь к возможности вступления России в НАТО, вы ответили: почему нет? Почему нет? Значит, я не исключаю такой возможности. И я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Поэтому с трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. В том же году общались с генсеком НАТО лордом Робертсоном. Робертсон позже рассказал детали вашего разговора. Вы, Владимир Владимирович, тогда хотели от него узнать, когда Россию пригласят вступить в НАТО. На это Робертсон ответил, что Альянс не приглашает страны вступать в НАТО, а страны подают заявку на членство сами. И тогда вы ответили: Россия не намерена вставать в очередь на прием в НАТО. По своему экономическому потенциалу, научно-техническому, людскому, военному потенциалу, территориальному. Мы, повторяю, настроены на позитивное, конструктивное сотрудничество не только со всеми странами, но и со всеми международными организациями, особенно в сфере безопасности. И мы готовы сближать свои позиции с НАТО по очень многим направлениям. Настолько далеко, насколько сам Северный альянс, Североатлантический альянс к этому готов. Уже тогда я знал, что это было ошибкой.
Я знал, что подлый Запад не даст нам те условия, которые мы хотим. А их расширение? Я калач тертый. Я сразу знал, что они начнут расширяться и угрожать нам. У них менталитет такой – захватывать земли. Я это видел, когда служил в Германии. А мы не такие. Россия никогда не начинает войны. Она их заканчивает. Вот согласен с тобой, Володька. Полностью согласен. Хотите, я и карту покажу, откуда готовилось нападение? Если бы за 6 часов не был нанесен превентивный удар... Александр Григорьевич, все уже видели вашу карту, успокойтесь. Владимир Владимирович, действительно, расширение НАТО являлось тогда угрозой, но не для России, а для российской элиты, которая стремилась создать вокруг себя санитарный кордон из несостоявшихся либо слабых государств. Примеров тут более чем достаточно. Некоторые из них находятся даже в этой комнате. Для политического класса, который упорядочивает свою власть на основе поиска врага, НАТО является оптимальным врагом. Все дело в том, что Запад с его системой ценностей, с демократическим контролем над армией и спецслужбами, с институтом разделения властей — это угроза существованию вашей политической элиты, диктатуры. Поэтому и раскручиваются в России антизападные, антинатовские лозунги. Мы никогда не искали врага. Вся Россия знала, что рано или поздно война начнется. А как вы знаете, если драка неизбежна, бей первым. Молодец, Вовка. Всегда тебя считал сильным лидером. На Россию никто не собирался нападать, а вот Россия с радостью вмешивалась в войны несколько раз только при вашем правлении. И это вас погубило. Желание показать себя сильным полководцем и править миром сделало из вас обычного диктатора и тирана. Из-за этого Россия всегда попадала в состояние отсталости и международной изоляции. Когда изоляция приводила к глубокому кризису, Россия лишь стремилась к установлению еще большего тоталитаризма. Демократия, которую требовали на Западе от России, никогда даже не обсуждалась в кабинетах Кремля. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Вы всегда делали акцент на силу, сферы влияния и сдерживания Запада, шли на конфронтацию с целью принять ваши требования. Такая риторика в большей степени и привела Россию к тоталитаризму и довольно предсказуемому итогу. Против России империя лжи развернула беспрецедентную информационную кампанию. Россиян на Западе преследуют так, что напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами. Запад продолжит попытки додавить Россию, расчленить страну и будет делать ставку на пятую колонну. Вот я иногда на детской площадке присутствую, хожу на разные детские площадки. Мальчик в песочнице говорит: мне не нравится красный совок. Не хочу красный совок. Вот так и вырастают пособники Госдепа и любители Ельцин-центров. Но народ России сможет отличить патриотов от предателей, и такое очищение общества только укрепит страну. Я тоже всегда так говорил. Латушки эти, Тихановские в Литве своей. Все мы это знаем. И все разговоры Ника с Майком я вам привозил. Все знаем. Поиск врага — это самая удачная позиция для удержания трона. Однако многие российские военные не только знают, но и открыто признают, что Запад не представляет угрозы для России. Россия в любом случае сохранит такой потенциал ответного удара, что никакому сумасшедшему не придет в голову мысль о военном столкновении. Но как только ваш рейтинг начинает катиться к пропасти, вы выдумываете новую историю и невидимого врага, который хочет поглотить всю Россию. И не только вы, а все диктаторы, которые так хотят быть похожими на вас. Да ваш этот Запад! Вы же толкаете нас с россиянами к Третьей мировой войне. В этой войне не будет победителей. А если и будет, то это не вы. Александр Григорьевич, успокойтесь, опять вы за свое. Каждый раз как в первый класс. Как только у вас забирают кость, вы сразу начинаете лаять в сторону Запада. Да и придумать чего-то сами не можете. Как только в людях просыпается чувство собственного достоинства, вы угрожаете им лязгающими гусеницами на границе. Ну и, конечно же, не забывайте о пропаганде, куда ж без нее. Никакой пропаганды у нас нет. Мы вообще считаем, что поляки и литовцы всегда были нашими врагами. Так сложилось исторически. Хотите, могу даже на карте показать, откуда готовилось нападение. Владимир Владимирович,
Наконец, есть и еще один аргумент, о котором нужно обязательно упомянуть. Согласно данным вашего же Левады-центра, в 2000-х годах более 40% российских респондентов не считали НАТО враждебным институтом и весьма позитивно к нему относились. А 25% респондентов даже полагали, что Россия должна вступить в НАТО. Эти цифры говорят о том, что в самом российском обществе в те годы НАТО не воспринималось как угроза. А потому вряд ли сам Альянс, либо его расширение могли существенно повлиять на сворачивание демократии в России и на ухудшение отношений самих россиян к НАТО. Что касается ухудшения отношений с Западом, то этот процесс стал результатом провала либеральных реформ, а не следствием расширения Альянса. Тогда время было другое. Вам этого не понять. Я все это в Германии видел. Я могу вам все рассказать. Если бы не я, России бы давно не было на карте. Расскажите, Владимир. Я никогда на Западе не был и не буду. Они хотят меня убить. Уверяю, они хотят меня убить. Мы все и так прекрасно знаем, как вы проводили время в городе Дрезден в ГДР как агент КГБ. В этой должности вы могли наблюдать за тем, как жители Восточной Германии противостояли своему авторитарному режиму. Оттуда вы и почерпнули главный опыт и учли все ошибки, чтобы история в России повторилась исключительно в нужном для вас ключе. Уже тогда вы не хотели мириться с тем, что жители Восточной Европы хотят жить в демократическом свободном обществе. Это не вписывалось в ту модель, которую вы придумали у себя в голове. Демократия — это не про вас. Вы жили хорошо, но почему-то не захотели, чтобы Россия жила так же. А вот это здание вам ничего не напоминает, правильно? Это дом, где вы проходили службу сотрудником советского КГБ в Дрездене. А вот и сам дом, в котором вы жили, и ресторан, в который вы так сильно любили ходить. Спросим тех, кто прекрасно помнит ваше время в Дрездене. Я лично думаю, что Путин относительно хорошо провел время в Дрездене. У него была относительно хорошая квартира, за ним хорошо ухаживали. Возможно, здесь ему жилось лучше, чем в аналогичном положении в Советском Союзе, где-нибудь в Великой Советской империи. И он смирился с тем, что его время когда-нибудь придет, когда каждый второй ряд будет подниматься вверх, когда первый ряд уходит на пенсию. Но 5 декабря 89-го для вас стало совершенно неспокойным днем. Тогда демонстранты вышли, чтобы остановить уничтожение архивов местной Штази. А потом часть людей пошло дальше к зданию КГБ, в котором вы тогда находились, и вы лично говорили о том, что, видя эту толпу, начали уничтожать документы о своих действиях. В конце концов, толпа разошлась, но мы хорошо можем себе представить, как этот день повлиял на вашу дальнейшую жизнь. Я не психолог. По поводу Путина стоило бы спросить психолога. Я сомневаюсь, что он сможет предоставить квалифицированный отчет. Моя личная оценка не как эксперта по психологическим травмам, а как политически мыслящего человека, и это тоже можно прочитать, заключается в том, что единственное подозрение, которое было у Путина, было следующее. Он сидел на Ангелика-штрассе с небольшим количеством людей, а перед зданием были десятки демонстрантов. И что он звонил своему начальнику КГБ в Берлин и не получил ответа. Лидеров, ответственных лиц, что мне теперь делать? Я думаю, что Путин осознал, это трагедия. Он был частью системы, так сказать, в иерархии. А его начальство не могло ему ничем помочь в ночь 5 декабря. Они ничего не знали. Именно поэтому вы всегда так боялись демократии, что ваше оружие и оружие группы охраны было наготове. Противостояние с Западом — лишь выдуманная история в вашей голове. К сожалению, для вас в мире осталось достаточно архивов и свидетелей. Без меня не будет России. Без меня они все захватят и поработят. Я это точно знаю. Эта демократия все загубит. Они всю жизнь пытались навязать нам свои правила. Всегда навязывали свое мнение и свою демократию. А нам демократия не нужна. У нас не такое общество. Скрипит Америка зубами, но ему, Богим, не понять, что никогда Владимир Путин не посрамит Россию, мать. Идите вы со своими озабоченностями. Вовка, и нас тоже поработят? Или шо? Неужели и нас тоже?
Пока российский политический класс стремится выживать за счет авторитаризма, подпитываемого враждебностью по отношению к Западу. И пока сохраняется это напряжение, оно неизбежно отражается на международных отношениях. И действия Москвы, особенно ее представителей в европейских структурах, например, Лавровой или Захаровой, а также иных подобных, могут убедить даже самых горячих сторонников России в Европе начать относиться к России как к противнику. Что касается железного занавеса, я согласен с Владимиром Владимировичем, он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Вовка, он все урод. Мы всех победим, не переживай. Они нам глотки не перегрызут. Покажем им Кузькину мать. Пока Россия представляет собой политическое болото, в котором очень трудно вычленить реальные национальные интересы и структурировать их. Российская элита этого делать не собирается и продолжает уравнивать собственные интересы с общенациональными. Самому обществу сложно связать свои конкретные интересы с вашей политикой. И, к сожалению, не в интересах представителей российской власти отказаться от имперскости и державности. Это все неправда. Это вы все выдумали. Это все ваш проклятый Запад. У меня серьезную озабоченность вызывает наращивание у российских границ военной группировки США и НАТО. Это у порога нашего дома, и они должны понять, что нам некуда дальше отступать. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Владимир Владимирович, вот видите, у вас осталась после Дрездена глубокая травма. Как только вы видите протестующих или чувствуете недовольство внутри общества, вы экстренно начинаете говорить о войне с несуществующим врагом и хвататься за оружие. А еще вы так делаете, когда вам хочется почувствовать поддержку своего народа в виде рейтингов. Но не переживайте, такие пациенты, как вы, как раз и есть наш профиль. Ой, наконец-то я вышел из этого дурдома. Терапия быстро не подействует, особенно с такими пациентами, поэтому эта история еще точно не закончилась. Мы будем преследовать их везде. В туалете их поймаем и в сортире замочим. Вовка, а если победим этот проклятый Запад? Дашь мне звание полковника советской армии? И экскурсию для моего младшенького Коли в своем замке проведи? Хочешь посмотреть на твою аквадискотеку очень? Время запускать ракеты!